Очень частый вопрос, как я храню трубочки и как я их увлажняю. То есть, если вот вы покрасили трубочки, я обычно, если покрасила, я их храню, не обрабатывая. Вот потом беру нужное количество трубочек и обрабатываю лак-вода и пакет. Но если вот у меня нужно взять вот это вот, ну, небольшое количество, у меня осталось от плетения предыдущего. Оно уже обработано, все. Это видео о том, как я сейчас увлажняю трубочки перед плетением. Я храню трубочки, вот у меня они лежат дома. Какие-то в пакетах, которые я вот знаю, что я не скоро покрашу. Вот эти приготовлены к покраске, вот они лежат просто без пакетов. А в пакетах, чтобы не пересыхали. Когда трубочки покрашены, вот у меня они лежат, я беру отсюда. И то есть у меня есть возможность заготавливать большое количество трубочек и красить их в разные цвета. После покраски они вот лежат разные диаметры. Просто у меня лежат. Вот некоторые вот в пакетах лежат, которые давно покрашены, и я ими сейчас не пользуюсь. То есть это вот трубочки, вот они коротенькие, вот они лежат в пакете. Я ими не пользуюсь, мне они пока не нужны. Это старые мои, я еще не придумала, куда их девать. Они накручены на спицу 1,5 миллиметра, это на стоечке. Но пока я не плету ничего такого, чтобы они пригодились. Поэтому вот они у меня убраны в пакет, вот, завернуты. Это комната, то есть здесь прямых солнечных лучей у меня нету. Нет. В основном трубочки я вот покрасила, они высохли, и я их положила. То есть я их не обрабатываю. Обрабатываю я их, вот беру, придумала, что мне нужно сплести, беру трубочки, иду, обрабатываю их и плету. Но часто трубочки вот от прошлого плетения остались. Они обработаны, все просто высушенные. То есть я сплела изделия, трубочки, те, которые остались, куда? Долго их, больше недели, во влажном состоянии я их не храню. Потому что они могут испортиться даже при том, что мы их обрабатываем разными антисептиками. Грибков на них не может быть. Ну, может такое быть. У меня один раз было. Больше я не хочу повторения. Поэтому я вот сушу их и просто кладу. Ну, они уже высохшие, но они обработаны. Вода горячая. Под горячей водой я их, извиняюсь, снимаю одной рукой. Я их под горячей водой промачиваю полностью. То есть вот чтобы тут внутрь вода затекла. С одной стороны, с другой стороны. Вот они увлажнились. Вытряхиваю лишнюю воду. Увлажнила их. Обычно я их сразу вот в пакет укладывала, завязывала. Они чуть-чуть в пакете пропитаются водой. И все. Потом файл, и можно плести. То есть я пропускала момент оборачивания в полотенец, но он оказался очень нужен. Вот, есть у меня полотенце для рук. Вот такой вот. Он прям идеально подходит по длине трубочек. Вот кончики остаются здесь. Кончики остаются здесь. То есть кончики высыхают, а трубочки сами пропитываются. Вот где-то так на часик я их оставляю, и потом уже в файл и плиту. Трубочки совершенно по-другому увлажняются. Спасибо большое Светлане Сафоновой. Эту информацию я нашла на ее странице. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо ей большое. Еще раз напоминаю, я обрабатываю лак-вода трубочки. Поэтому я рассказываю про эту обработку. Если вы добавляете дюфу, смотрите у других девчонок, которые пользуются дюфой. У меня ее, к сожалению, нету, поэтому я даже не могу вам ответить на вопросы по дюфе.